К главному событию своей жизни, ставшему важнейшим в русской истории, Куликовской битве, он шел 30 лет. За это сражение у берегов Дона, давшее надежду на избавление от векового гнета Золотой Орды, народная молва дала ему прозвище Донской. Но князь правил 30 лет и вместе с ратным подвигом оставил огромное историческое наследие. Молодому Дмитрию Ивановичу досталась трагическая эпоха, говорят историки. Умер великий князь Семен Гордый, умерли его дети, потом умер его брат Иван Молодой. Остался Дмитрий Донской, он остался один. Он тогда не был донским, был мальчиком. Князь московский Дмитрий посажен на престол 9-летним ребенком после смерти отца в 1359 году, а в 15-летнем возрасте уже женится на суздальской нижегородской княжне Евдокии. За его спиной опытный политик, некогда знатный боярин, митрополит Алексий, который фактически управляет московским княжеством до совершеннолетия Дмитрия. И с юного возраста он, молодой князь, учится понимать, как устроена жизнь, как принимаются правильные решения. Например, о строительстве каменных стен Кремля. XIV век – дубовый Кремль, построенный по приказу князя Ивана Калиты. И белокаменный Кремль Дмитрия Донского, постройка которого начата была в 1467 году. Мальцом, по сути, да, он как бы видит, каким образом строится первый белокаменный Кремль, да, после пожара 1365 года. Он понимает, для чего это происходит. И потом 3 похода под стены Кремля литовских войск заканчиваются переговорами, какими-то политическими уступками, но не разграблением Кремля. Противостояние с Великим княжеством Литовским, междоусобные войны, гнет Золотой Орды. Решать эти проблемы князь Дмитрий будет последовательно. В 1374 году он своим решением впервые за 130 лет татаро-монгольского ига фактически заявляет: платить дань не обязательно. В тот момент в самой Золотой Орде полный разброд. Идет борьба за власть между кланами. Если придется платить выход, дань называлась выходом в Орду, то тогда и дальше перечислялись земли и княжества удельные, с кого поскольку, значит, собирается. И вот этот принцип, если придется платить дань, он реализовывался дальше его потомками. И они между собой дерутся, а мы перестаем им платить. Донской не платил дань в Орду 8 лет. Его сын Василий – 12. Иван III отказался платить вообще. Но проявленная впервые за время ига решительность князя Дмитрия уже была подкреплена надежной силой. Его считали мудрым и справедливым правителем, а в народе любили. Современник князя, летописец Епифаний Премудрый, так характеризует Донского. Князей русских в земле своей укреплял, приказывая вельможам своим, был тих и приветлив, никого не оскорблял, всех равно любил, молодых словом наставлял и всем вдоволь подавал, к нуждающимся руку простирал. Археологи доказали, что в московских и ярославских землях в это время меняется способ хозяйства. Поселения начинают строиться вдали от рек. И заселение этих огромных территорий тоже становится частью государственной политики князя Дмитрия. Вместе с белокаменным Кремлем в московском княжестве возводят и каменные церкви, и гражданские постройки. Главный символ этой эпохи, Троица Сергиева Лавра, тоже стоит на возвышении между реками. И в это же время период расцвета русской иконописи, творчества Андрея Рублева. Русским предвозрождением назовут это потом искусствоведы. Главная мудрость правителя – это принятие верных решений в ограниченный срок и в стесненных обстоятельствах. Это, наверное, универсальная история. И тут так, либо это есть, либо этого нет. Есть правитель, он мудрый, он принимает какие-то правильные решения, а я на охоту поеду. Но видимо, у него другая была черта, у Дмитрия Ивановича, и мы понимаем, что он везде сам. Он едет в Орду сам, он в поход идет сам. В поход князь идет, уже зная о приближении к Москве разозленного ордынского хана Мамая с огромным войском. Но к этому времени Дмитрий смог собрать полки из земель литовских, ярославских, устюжских, ростовских и даже отдаленных белозерских. Он уже опытный политик и славный воин, и на первый масштабный бой с ордынцами Донского благословляет игумен Сергий Радонежский. Более того, отправляет в помощь князю 2 иноков, некогда славных воинов Пересвета и Ослябя.
Подготовка к сражению и действия в ходе Куликовской битвы позднее вошли в учебники по военной тактике. Согласно летописи, сначала о точном положении войск Мамая узнали и донесли несколько разведотрядов. Затем, перейдя Дон 7 сентября 1380 года по старому стилю, Дмитрий выстроил войска в боевом порядке. Туманным утром 8 сентября князь осмотрел полки, подготовился к бою. Один из отрядов специально выдал себя и привел полчища Мамая в удобное для русских место сражения – Куликово поле. Битва началась около полудня. Первым в бою погибает Пересвет, но одновременно поражает своего противника. Его подвиг ценой собственной жизни становится предтечей победы. Это вдохновляет войска Донского на самое яростное сражение. И много Руси было побито татарами, и татар Русью. И падал труп на труп. Падало тело татарское на тело христианское. То там, то здесь можно было видеть, как русин за татарином гнался, а татарин преследовал русина. Сошлись вместе и перемешались, ибо каждый хотел своего противника победить. Ордынцы пробивают несколько линий обороны и начинают оттеснять основные войска к реке. И когда силы противника иссякли, в сражение вступает запасной полк, вклиниваясь со свежими силами в самый тыл врага. Татаро-монголы, поняв перевес в силе, бросились в бегство. Их добили на реке. Мамай с остатками войск бежал с поля боя. Сам Дмитрий был сильно ранен, но выжил. Его ратники нашли сидящим под деревом без сознания. Тела погибших после боя убирали 3 дня, но эта победа по-настоящему всколыхнула народ. О ней говорят в Москве и других княжествах, в городах и небольших поселениях, знать и крестьяне. На Руси начинается время надежды. Потихонечку меняется восприятие вот от этого угнетенного и безнадежного наказания за грехи и вот данного угнетенного состояния нам в ощущении. Вдруг люди стали видеть, что оказывается где-то на границах там Рязанского княжества можно какой-то отряд ордынцев-то и обратить в бегство. Бывает же такое. И потом это «бывает же такое» стало уже нормальной практикой. Еще почти 150 лет продолжалась ига Орды на русских землях, но все сильнее и сильнее становилось возрождающееся государство, центром которого была Москва. Дмитрий Донской был его лидером еще 8 лет после сражения с Мамаем и остался в образе национального героя и после смерти. Россия стала абсолютно самостоятельной независимой державой. Появился этот самый наш орел, появился напоминающий императора Священной Римской империи всадник, который потом стал Георгием и так далее. То есть это уже Европе тогда Иван III показывал, вот все, мы можем разговаривать на равных. Это и стало главным наследием князя Дмитрия Донского. Его имя за несколько столетий стало символом русской воинской славы, а также единства русских земель. Он был и прекрасным семьянином. С женой Евдокией у него родилось 12 детей. Русская православная церковь причислила его к лику святых.